Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами сделаем обзор на продукцию торговой марки Fiore. Это уже не первое мое сотрудничество с данной торговой маркой, и мне вполне нравится их продукция. Очень красивые оттенки, хорошая цветовая палитра, насыщенные цвета, и в два слоя они все прекрасно перекрывают ногтевую пластину. Итак, сегодня мне пришел вот такой вот ассортиментик. Давайте его выкрасим. У меня замечательный, красивенный гель-лак с блестками серебряного цвета, который я второй раз себе выбрала. Он настолько красивый, что я почему-то на него бросаю взглядом, и он у меня уже второй флакончик одного и того же цвета. Но я нисколько об этом не жалею, потому что я его израсходую. Гель-лак действительно очень красивый. А вот далее почему-то при выборе оттенков у меня взгляд попал на темную цветовую гамму. Почему-то в этот раз я заказывала себе темных красивых цветов, они безумно интересные, очень богатые оттенки, но не совсем летние. К осени будут вот прям самое то, что нужно. Хотя не все вот этот вот персиково-оранжевый цвет и этот светло-серый будут востребованы и в летний период. Все цвета выкрашиваю на типсы в два тоненьких слоя, точно так же они будут укладываться на руки наших клиентов. При этом гель-лак никуда не затекает, не стекает, не собирается, не кукожится в лампе, все с ним замечательно. А вот эти вот лаки-хроматики в Fiore — это вообще мой самый любимый штук. Я не знаю, как его назвать. Это не гель-лак, это именно лак. Он сохнет на воздухе и при этом создает зеркальную красивую поверхность. Ну а дальше выбранные мною цвета, вот этот вот оттенок укладывается в один слой, и на руки клиентов тоже будет ложиться в один слой. Ссылочки на магазин Fiore обязательно ищите в описании, там я их для вас оставлю. Не забудьте зайти и познакомиться с их продукцией. А здесь вы видите консистенцию базы для гель-лака. Очень интересная консистенция, сама себя подтягивает, будет хорошо выравниваться на пластинке. Средняя вязкость, не будет очень быстро утекать в бока. Но, как вы знаете, базой для гель-лака я практически никогда не работаю. Я все выравниваю моделирующим гелем. Мы же тем временем переходим к дизайну. Моделирование этих ноготков мы сделали в прошлом уроке. Посмотрите эфир за вчера. Обязательно увидите эти ноготочки. Сегодня же мы переходим к дизайну. В данном случае мы будем использовать лак хроматик, и под него нам необходима идеально гладкая и ровная поверхность. Поэтому мы перекрываем ноготочки финишным покрытием, заравниваем полностью поверхность наших ногтей и сверху будем красить хроматик. Буквально 2 года назад хроматики были на пике популярности, и очень зря, что они так быстро закончились, потому что с ними можно делать действительно безумно красивые дизайны ногтей. А нынешнее поколение хроматиков отличается тем, что они очень плотно, красиво ложатся и замечательно ведут себя в носке. Единственное, что не очень удобно укладывать этот материал возле кутикулы. Пачкать тоненькую кисточку в лак я не захотела, потому что потом сложно будет его от нее отмыть. Нужно будет использовать ацетон, и, скорее всего, кисточка испортится. Но и мы планировали дизайн в районе кутикулы, поэтому сегодня я не сильно обращаю на это внимание.
Если же вам необходимо просто покрыть хроматиком ногти, возьмите, выделите себе отдельную кисточку, которую будет не жалко испортить лаком. Либо какую-нибудь натуральную кисточку с натуральным ворсом, потому что натуральный ворс не боится ацетоновых средств. Напоминаю еще раз, это лак, это обычный лак для ногтей с эффектом хрома, поэтому его не нужно сушить в лампе, он сохнет на воздухе. Но поскольку его зеркальная поверхность очень хорошо проявляет любые неровности ногтевой пластины, как вы видите на безымянном пальчике, нужно идеально заровнять поверхность перед тем, как им работать. Итак, сегодня у нас задача перед клиентом сделать розовый дизайн ногтей под платье. В данном случае оттенка, который бы подходил под платье, у меня нет, и я его смешиваю сама из двух цветов, которые у меня есть. Из светло-розового цвета, пыльной розы и белой гель-краски. Я немножечко добавила белую гель-красочку. И именно этим замесом рисуем наброски своих будущих цветов. Цветы самые простые по форме, такие себе ромашки у нас получаются. То есть мы не будем здесь перегружать сложными формами наши цветы или еще чем-то. У нас платье с кружевом. Нам нужно максимально сымитировать кружево на ногтях, но при этом кружево у нас не легкое в мелкий цветочек, а в какие-то крупные элементы. Поэтому мы рисуем довольно крупные цветочки, дальше будем их прорисовывать тонкими линиями и засыпать акриловой пудрой. Перекрываем все ноготочки финишным покрытием. И да, на хроматике финишное покрытие вполне замечательно носится. Особенно хорошо оно носится тогда, когда под низом жесткий моделирующий материал. Если делать это на базе от гель-лака, то лучше будет запечатать сначала базовым покрытием, а потом топом. После того, как хорошенечко просушили финиш, прорисовываем наш дизайн. В данном случае тонкими линиями прорисовываем наши цветы и добавляем тонкой прорисовки по поверхности всего ноготочка. А теперь, как я и говорила в самом начале, засыпаем эту всю красотищу акриловой пудрой с блесточками.
Да-да, у нас сегодня будет опять дизайн в стиле блестки с блестками на блестках, потому что мы так любим, и клиенты мои тоже так любят, когда блеска во все стороны. Ну а теперь, поскольку мы все это засыпали блестящими блестками, поскольку у нас блестящий фон, нам, конечно же, нужно приклеить блестящие стразы. Берем клей для страз и размещаем нужный нам размер камушков. И как я говорила, на остальных пальчиках в районе кутикулы у нас тоже был изначально задуман дизайн, поэтому мы размещаем камушки и на все пальцы тоже, потому что мы любим блестки с блестками. Эти стразики очень украшают наши ручки, они безумно красиво смотрятся и в то же время прячут под собой те неидеальные стыки с кутикулой, которые у нас получились на предыдущем этапе. Добавляем нашим камушкам бульончик, и теперь наша картинка собралась полностью. Итак, вот такие ноготочки у нас получились, очень фактурные, очень красиво смотрятся. Зеркальная поверхность под дизайном облагораживает дизайн и делает его безумно ярким и интересным. И как я понимаю, у меня на канале все любительницы дорого-богато, поэтому этот дизайн понравится большинству аудитории. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, права я или нет. Но это точно в моем стиле, и такие ноготочки я бы себе обязательно сделала. Мне безумно понравилось работать с этими материалами, мне безумно понравилось делать эти ногти. Спасибо вам огромное за просмотр, ссылочки на материалы, как обычно, в описании. Я же на сегодня с вами прощаюсь, пока!